нужно получить согласие. Вы там вместе живете? Нет. Ты обязательно найдешь где-то 100-200 таких же идиотов, как ты. Налили вот до здоровья молодых. Друг на друге спать нет, не очень удобно. Он взял, съел и ушел. У них одновременно, то есть заявки утроились. Я бы выделил несколько элементов обязательных, из которых состоит Burning Man, без которых он, вернее, невозможен. Это, конечно же, кемпы, без которых никуда, то есть это люди в первую очередь. Это сам арт, это арт-объекты и транспортные средства, на которых они там передвигаются. Кемпы – это сердце сообщества Black Rock City. Большинство людей, приезжающих на Burning Man, являются частью организованных, зарегистрированных кемпов. Одновременно это как просто лагерь. Вот лагерь, где вы вот, ну не знаю, выехали и вместе поставили палатки, или привезли RV, или еще что-нибудь. И вы там как бы вместе живете. Но на Burning Man кемп — это нечто большее. Кемп — это единомышленники. Это как вот единица базовая Burning-Man. Потому что на самом деле с этого он и начался. То есть с группы людей, которые вместе собрались. Они разбиты на разные типы. Не для того, чтобы разделить людей, но чтобы сфокусироваться на том, что они будут делать и где их разместить, основываясь на замысле кемпа. Есть кемпы, например, ты и я. Мы решили ехать на Плаю, купили грузовик, взяли 2 палатки, навес. Тут у нас лед. Отлично, вот уже и маленький кемп. Но, скажем, я везу арт-объект. И есть часть команды, которая будет занята работой над ним. И у них нет времени готовить еду, обустраивать что-то, проводить активности, только арт. И вот у нас есть кемпы арт-поддержки. Их размещают поближе к месту, где будет стоять арт-объект, чтобы команде было проще добираться на точку и обратно в лагерь. Есть кемпы для машин-мутантов. Их размещают поближе к дороге, чтобы им не приходилось петлять между другими кемпами. Если у тебя будет много звука, сообщи об этом. Мы за музыку, людям это нравится. Но давайте направим колонки в пустыню, чтобы в остальном городе было относительно тихо. Днем мы занимались тем, что гуляли по кемпам, знакомились с людьми, общались с ними на тему, каким образом они сюда попали, как они здесь обустроились. Выехал на эспланаду, на фасадную часть Плаи, посмотреть, какие еще есть лагеря и что мы можем в них узнать нового. Один из кемпов, в которых я был, порадовал, наверное, больше всего, потому что больше всего ответов на вопросы я получил именно у Глеба в фотокемпе. Он его организовывает уже достаточно много лет. Приехали мы к нему пообщаться на интересующие меня темы, а попали совершенно случайно на свадьбу, которая была рядом с этим кемпом. И Глеб говорит: так, ребят, давайте пойдем сейчас поженим молодых, пофоткаем их там, выпьем за их здоровье, а потом посидим, поговорим о делах. Не, можно, конечно, поставить вас в центре, но я думаю, уже никуда. Давай, best man here. 1, 2, 3. Ну, добро пожаловать в наш чиллаут. Чиллаут он называется для того, чтобы это вот охлаждать. Мы привыкли жить с комфортом, поэтому у нас Поттер. Пожалуйста, эспрессика не желаешь? Я мечтаю о нем. Ну, сейчас сделаем, без проблем. Кофе я обычно привожу сильно с запасом. Вот сейчас у нас так спокойно, всех это вот. Но обычно я привожу кофе с пятерным запасом, потому что выпивается все. А на какое количество людей ты рассчитываешь? Ну вот в этот раз я рассчитывал на 60 человек. В кемпе у меня в этот раз нас всего 14. Мы часть деревни. То есть, вот понимаешь, когда ты в деревне, вот этот чилл, это для всей деревни. Существуют деревни. Это группы 2 или более интерактивных тематических кемпов, объединенных вместе. У нас деревня. Вот в данном конкретном 3 лагеря. Вот это один лагерь, кстати. Вот это лагерь из 2 человек. Видите, у них есть интерактивити. Вот, они расплющивают монетки вот эти одноцентовые. Там у них аппарат стоит? Да, как иногда, да, в аэропортах. Это Serial Killers. Их интерактивити — это они делают, вот у них там рейки, йога, они там к каким-то тарелкам стучат. Тематические кемпы – это организованные группы людей, которые собираются, чтобы предоставить услуги, развлечения, искусство и другие креативные интерактивные опыты для всех на Burning Man. Когда Burn официальный, требования Burn, вот прям реально требования, ты должен, как лагерь, принести с собой какой-то вид деятельности, который соединяет людей. Это
так сформулировано, что надо давать что-то в общее пространство, и мы хотим, чтобы это не было транзакционным, а чтобы оно соединяло людей. Вот, например, транзакционное — это готовить еду, и ты раздаешь бургеры. Ну, то есть вроде бы хорошая штука, но ты пришел, сам там взял, съел и ушел. Транзакция. Нет. Хотите кормить, сделать какую-то механику, чтобы это было общение. И вот мы в прошлом году принесли с собой какую-то игру. То есть мы вешали сосиски на веревке, и люди их там вот так вот, ели с закованными руками, вот так вот ели. Ну, было реально очень сосиску, и фаново, да. были завязаны пушистыми наручниками. На Burning Man всегда есть идея о том, что выходит, то есть там ты смотришь, как люди что-то, это вот этот gifting economy, как это изначально начиналось, ты смотришь, как люди что-то делают для всех. После этого всегда хочется самому что-то сделать для всех. Интересное чувство, очень приятное. Так как мы фотографы, мы заряжали всякие редкие батарейки там. Это не было часто, но вот пару раз нам приходили совсем экзотическими. Это вот. Потом мы стали, вот последние годы мы снимали свадьбы. Налили вот за здоровье молодых. Мы тут с вами совершенно случайно попали в храм трансформации. И здесь происходит то, что происходит. Я просто зашел в чей-то кемп и вижу, что здесь есть водичка. Но мне сразу предложили, на самом деле. Ёлки-палки, это пиво, чуваки. Тут кемп пив-бар. Меня зовут Шейк, и это мой первый Burn. У меня есть маленькая швейная машинка. Это на самом деле игрушка, ей около 100 лет. И я сделала себе такую тележку-стол, чтобы я могла посадить свой зад и делать мобильную починку одежды. Я делаю маленькие нашивки и еще разнообразные наклейки из отражателя. Это вот мой жилет безопасности. Это футболка с историей. Бернеры, которые со стажем, они сразу начинают смеяться, когда они это видят. Потому что один из кемпов, наиболее знаменитый кемп, называется Orgy Dome. В оригинале туда приходили просто люди и занимались сексом с кем хотят и как хотят. И один из непререкаемых принципов был, что нужно получить согласие. Когда проводят инструктаж, говорят, что просто yes уже недостаточно. Нужен enthusiastic yes. Тогда можно, а иначе нет. Потому что Burn, как старшая организация, она, в смысле, сущность, она хочет, чтобы люди соединялись. То есть смысл Burn в том, что ты встречаешься с новыми людьми. Чем хорош Burn, опять же, лагерей много, и если сюда приезжает 80 тысяч человек, то чем бы ты ни занимался, ты обязательно найдешь где-то 100-200 таких же идиотов, как ты, которые любят то же самое. Спектр вот этих вот увлечений, он настолько широк. На одном конце спектра у тебя абсолютно академические вещи, например, лекция по структурной геологии, а на другом конце абсолютно неприличные лагеря, типа как правильно делать BDSM, как правильно связывать людей и прочее, прочее, прочее. И между вот этими вот крайностями есть практически полный спектр того, что ты хочешь. Мне очень понравились арт-кемпы, которые, так как у меня жена художник, мне бывает очень, когда ты приходишь и тебя не просто учат, а когда вот просто огромный кемп, разложены куча фломастеров и куча этих самых. Naked Heart совершенно потрясающий кемп. Да. Просто один из моих любимых. Ребята собирают очень сильных практиков. Ой, да, Naked Heart очень проводят крутой лагерь. сессии, там, медитации, лекции интересные. В общем, там, дыхательные практики. Все вокруг такого ментального здоровья. Они очень крутые. Если становится ясно, что лагерь живет сквозь годы, там выкристаллизовывается какая-то штука, потому что лагерь, в том числе и marketplace, он примагничивает людей, которые хотят делать ту штуку, которую делает лагерь. И она разрастается, там начинают приходить люди, они знают, вот там Naked Heart. Чем хорошо организованный Burn, что там все, информация, она доступна всем. И она доступна заранее. Не только кто где стоит, а что кто делает, во сколько, в какой день. То есть вот у нас лекция такая. В час мы кормим всех пловом, например, а с 3 до 5 в одном из лагерей, например, дают мороженое. Они специально привозят мороженое вот в эту вот пустыню. Вот. И с 3 до 5 они всех бесплатно этим мороженым кормят. Это все бесплатно. Хорошо бы что-то оставить, там, не знаю, стикер какой-нибудь, там, фенечку. Вот это я получил в каком-то лагере, я уже не помню за что и как, но это вот все вот, что вы видите, это дареное. С собой надо привозить много мелких вещей, чтобы подарить. И тебе тогда подарят все. Этим, собственно, и хорош Burn.
Для начала вам надо просто зарегистрировать свой профиль на burningman.org. То есть на сайте. То есть вы делаете как бы профиль, подаете заявку. Обычно это где-то в ноябре начинается подача заявок. Это не то, что вы я хочу сделать кемп. Вы должны описать, что вы сделаете для всех. Это очень важно. Процесс подачи заявок – это не о том, кто круче и кто больше получит. Это больше вот что я хочу сделать, вот что я хочу привести. И потом, в зависимости от того, что это, тебе подберут место, чтобы помочь добиться того, что ты хочешь. Люди, которые хотят быть на эспланаде, на первой паре улиц, в задумке команды размещения должны делать что-то более интерактивное. Этот кемп делает что-то, в чем все могут поучаствовать. Dustfish стоит на эспланаде больше 20 лет, и мы делаем живые выступления. А еще Dustfish делает фо. Мы раздаем вьетнамский суп фо для всех. В прошлый раз, когда был официальный Burning Man, кажется, мы приготовили 10 тысяч порций. Есть суп, есть бар, есть сцена для живых перформансов. И когда идет Burning Man, у нас тут настоящий half-pipe с пламенем с одной стороны. Какой процент людей, которые подают заявки и не проходят? Первый год нас не взяли. Реально совпадение, как мы попали в итоге на Плай, там мы смержились с другим кемпом и попали во многом по заявке других. Мы, несмотря на то, что все это придумали, Burn, по сути, нам сказали, not good enough. И сколько людей не попадают, я статистику не знаю. Новым лагерям это прям эффорт. На обычном Burn там 1000 плюс лагерей. Все происходит 30 лет. Тут уже люди много всего попробовали. Я такой, я сделаю еще одну еду. Ничего интересного. Нет, стараюсь придумать что-то еще. Привози то, чем поделишься со всеми. А если тебе нужно что-то, чего у тебя нет, попроси. Все тут твои друзья, просто их еще не знаешь. И в этом одна из прелестей этого опыта. Ты просто приезжаешь играть с людьми. Сейчас, в последнее время, многие как раз регистрируют кемпы, чтобы получить место то есть тебе, если тебя официально зарегистрированный кемп, тебя ставят на какое-то определенное место, тебе дают этот участок и все остальное. И последнее время было много, из-за того, что с билетами очень сложно, на кемпы выделяется какое-то количество билетов. Не очень много. В зависимости от размера лагеря, никогда не дают больше трети от того, что ты в заявке на лагерь пишешь, сколько у тебя будет человек. Я писал, помню, что-то 42 или 48, а дали мне, кажется, 12 билетов или 14, не помню. Это сильно стало большой проблемой билета года 16-го. И когда народ понял, что кемпам худо-бедно отдают, у них одновременно, заявки утроились. Технически сделать это несложно. Подумать, какие зоны. К строительству любого стартапа, наверное, любой компании. Там выделили основные направления workflows, назначили лидера каждому направлению. Очень важно, чтобы лидеры, они были действительно очень involved и чтобы им хотелось. Да. И тогда у тебя все начинает получаться, у тебя там планерки, спредшиты, я не знаю, бюджеты, все как в любом стартапе, в любой компании. Это называется Core Team. То есть Core Team — это, как правило, это та самая тесная группа единомышленников, которые над этим кемпом всегда работают. Она зависит, конечно, от размера кемпа. Она не может быть очень большим, потому что иначе это начнется неуправляемость, разброд и шатание. В целом у меня в Core Team 3-4 человека. Быть в Core Team очень тяжело, потому что на тебе висит вся ответственность. Здесь, понимаешь, это очень интересная история, что выехать на 4 дня, на 3-4 дня нет ничего проще. Как только у тебя надо в голой пустыне, как только тебе надо прожить дней 9, это намного сложнее. Чисто быт, даже простой быт. Вам надо как-то хранить еду, как-то что-то делать с мусором, потому что вы производите в день огромное количество мусора. Потом вам надо обеспечить тень. И самое главное, что здесь нет возможности, у вас нет права, чтобы что-то пошло не так. Поэтому все по 2. Если у меня генератор, то это 2 генератора. Если у меня есть, у меня есть чиллаут с кондиционером, значит, у меня 2 кондиционера. Такой лагерь, как у нас, почти вся инфраструктура куплена в прошлом году. Потратили мы в прошлом году примерно $40 тысяч. Мы покупали вообще все с нуля. Там основные кост-драйверы, 5-6 это еда. Там средний кост еды, кстати, вместе с водой $25 в день на человека, да. Вода стоит $2-3 тысячи. Понимаешь,
это вот бюджет, он абсолютно резиновый. Ты можешь потратить любое количество денег в зависимости от того, сколько вы хотите и как вы комфортно хотите жить. Вот мы сейчас живем максимально комфортно. 3 человека в RV. Никто на кого. Вы должны понять, что RV – это большая палатка на колесах. Это, по сути, деревянный сарайчик на колесах. Друг на друге спать нет, не очень удобно. Формально он там бывает и 6, и 8-местный, но вы должны понимать, что это очень некомфортно. Хотя бы потому, что когда ты спишь, а кто-то просто решил зайти, взять чай или забытую вещь, он весь качается. И это шумно. В этом году вот мы с максимальным комфортом, вот у нас ориентировочная стоимость будет где-то, наверное, 2500 на человека. Обычно у кемпов есть такое понятие, есть кемп-фи. Потому что все то, что вы общее покупаете, надо разделить на всех. Вот. Они разные бывают. Бывает кемп-фи $50, бывает и 2500. Мы там сбрасывались у нас там получился средний contribution в лагерь, по-моему, $1200. Тут важна не стоимость, когда как участник едешь, ты сбрасываешь примерно там $150-200 в день. И сравнивать это с обычным туризмом, это примерно сопоставимо. Просто на эти деньги в пустыне надо выстроить место, где эти 40 человек живут. Живут, моются. Отдельно это жилье, и отдельно каждый себе покупает. Один из принципов Берна — это radical self-reliance. Если у тебя там в кемпе кто-то там в шифте потерялся, ничего не сделал, ты все равно должен иметь какую-то базу для того, чтобы самому там себя напоить, накормить и так далее. Есть такое понятие плагин-кэмп, когда привозят туристов. Люди платят деньги, их кормят, поят, они только гуляют. Формально по BRC-шным правилам, вообще по духу, это неправильно. Ты должен сам себя обслужить как старому духу, ты должен сам полностью приехать, сам себе палатку поставить и все. А плагин-кэмпы этим зарабатывают деньги. Там доходило в какой-то момент, знаешь, до лобстеров, до всего того всего еще. Цена вопроса там любая. Но они обычно начинали с 10-15 и дальше поехали. Тысяч, я имел в виду. Приезжают очень богатые люди. Они сюда приезжают как на дачу. Здесь им не нужно о себе заботиться совершенно. У них вплоть до светский стол с самарами, например, и шампанским. Была знаменитая история, когда рабочие, которых содержали очень плохо, они взбунтовались и покинули лагерь, предварительно его саботировав. А лагерь был один из самых-самых-самых таких. Вот тогда, собственно, бернеры начали тихонечко роптать, что это на самом деле берн уже не тот, потому что ты едешь и забор, туда не войдешь. И там стоят огромное количество RV, и в них живут вот эти вот небожители. А это уже конфликтует со всеми принципами, которые здесь. Пообщаться. Приезжают сюда очень красивые модели, которые приезжают сюда не как-то самовыражаться, а приезжают работать. Да, это вот еще момент. Burning Man сильно гламуризировался. Как только пошел Инстаграм, так было видно. Это какой-то, наверное, год 2016, когда он там, 17-й, когда он выстрелил. Их стали так и называть. Инстаграмщицы. Девки прекрасные, ухоженные, такие приезжают. Чистые, их видно, что они чистенькие. Как только что из ванной, она там с прической. Ты не можешь быть плаем. Смотрите на мои ноги. Только вчера вечером. Да, культура селфи. Для того, чтобы сделать это селфи гламурненько, ты платишь большие деньги. 70% бернеров обычно это из Сан-Франциско Бэй-Эйр. А там просто слишком много денег. Слишком много людей могут себе позволить вот такой вот выезд на природу. И потом им есть что рассказать, есть что показать на Инстаграме. Это все убивает вот эту вот какую-то общность. В этом смысле этот берн намного интереснее. Но есть и огромный недостаток, точнее недостача, скажем так, недостача объектов искусства. То есть обычно выезжаешь на плаю, и там инсталляции, которые... Вот я сюда, собственно, за ними еду всегда. Как фотограф мне нравится снимать не только селфи, а, собственно, произведения искусства и людей с ними вместе. Сейчас такого нет. Для того, чтобы привести сюда статую двух людей, обнимающихся, сделанную из нержавеющей стали, отполированную, высотой сколько там, 15-20 метров, для этого нужны огромные деньги. А денег нет, потому что это все некоммерческое. В этом смысле труднее. I did a Kickstarter, I put some of my own money into it, and then a couple very generous people also put significant amounts.